Все смешалось в Татарстане. Петрау челнинцы будут праздновать 18 июля вместо обязательного 12, а Ивана Купала перенесли на 13. Дело в том, что дата открытия универсиады выпала на традиционный языческий славянский праздник. Но в эту ночь праздник должен был быть только один. Так и сместился календарь празднований. Впрочем, гостей на торжестве меньше от этого не стало. Напротив, в этом году на день Ивана Купала в Набережные Челны приехали коллективы со всей республики. Во что они верят и где сказка сливается с реальностью в следующем сюжете. Корни Ивана Купала уходят в далекую древность, еще когда не было религии на земле. Люди верили в природу, в травы, в речку, в деревья. Они приходили деревьям, поклонялись травам, воде. А особенно самым главным богом для них было это солнце. Его называли Ярила. И вот на Ивана Купала как раз это солнечное равноденствие. Современные челнинцы не забывают корни. Напротив, стараются как можно больше знаний передать подрастающему поколению. Я делала на Ивана Купала такую, синюю мышку и приклеила его на такой зеленый маленький платочек. И еще такой маленький камушек смешной с глазками. И это все бабушке оберег такой, чтобы она оберегалась. Была такая здоровая бабушка моя. В эту ночь начинаются чары всякие. Деревья, говорят, в эту ночь могут переходить с места на место. Речка может на время превратиться в серебро. Все травы обретают чудодейственную силу. Если пучок набрать, положить под подушку, обязательно человек выздоровеет. С этой ночью связано множество обрядов и верований, но на земле Татарстана они немного обновились. Так, например, у славян в торжествах никогда не участвовал водяной. Готовы, да, русалки? Все, готовьтесь, готовьтесь. Итак, раз, два, три, старт! Этот персонаж заставляет гостей праздника подвигаться, водицы с речки натаскать, да канат перетянуть. Но никаких примет с ним не связано, а потому веселый затейник исчезает вместе с солнцем. Когда оно окончательно скрывается за горизонтом, главным героем становится другая стихия. Посреди площади разгорается костер. Обязательно жгли купальский костер. Через купальский костер старались прыгать даже старые и малые. С маленькими детьми прыгали, старушки старались тоже. Потому что купальский огонь, он считается как бы огонь очищения от всех болячек, от всего. Гости праздника с азартом участвуют во всех обрядах, но поиск суженого оказался самым популярным. Девушки плетут венки, опускают их на воду и смотрят, с какой стороны суженого ждать. Хотя здесь челнинки ввели новую традицию, и, опуская венок, некоторые просто загадывают желание. Мне очень даже понравился праздник, нравится, поют хорошо, красиво. Вот решили мы веночек сплести и загадать желание. В некотором случае сбывается, да, вы знаете, что... Ну, это сейчас уже как-то не так. А раньше то, если венок приплыл ко мне, я молодий, хлопець такий, гарний, и гарна дівчина, все. Собирали цветы с душой, с верой в то, чтобы в следующем году или через 2 года, по крайней мере, выйти замуж за любимого человека, чтобы быть счастливой, как все настоящие девушки русские, наверное. Даже если это сказка, мы все равно в это верим. Верят не все. Часто челнинцы приходят сюда забавы ради. Да и традиционной религии такие обряды не приветствуют. Мы, как говорится, отдаем дань предкам нашим. Они верили, тут ничего такого плохого нет, верить в траву, прийти и свою боль высказать. И она приняла свою боль, и легче становится. Природу надо беречь, любить и верить, что она тебе поможет. Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.